Всем очень большой привет! Я вас приветствую на своем YouTube-канале «Торговать нельзя инвестировать». И сегодня мы будем разбирать с вами российский рынок. Мы будем смотреть индекс Московской биржи, РТС, доллар к рублю, Сбер, Газпром, ВТБ, Магнит и, разумеется, Яндекс. Но прежде чем мы начнем, позвольте мне маленькую минутку рекламы. В первую очередь, вы должны подписаться на мой YouTube канал и Telegram канал. Ссылку на Telegram канал вы видите на экране, а также в описании к этому ролику. Она там 100% есть. Как вы видите, это Telegram канал с ссылкой NASDAQ GAT. Также вы можете воспользоваться моим Telegram ботом. Пожалуйста, нажали на него, в разделе «Запустили» на кнопку «Старт», в разделе «Меню» выбрали кнопку «Buttons», вы выбираете интересующие для вас кнопочки, которые для вас любопытны, полезны. В рамках моего Telegram-бота по российскому рынку можно выбрать одну из этих двух кнопок. Это AI Russian Market Future и акции, а также AI торгует юань почти каждый день. Как вы понимаете, это два телеграм-канала, но им же точно так же присвоены еще и стратегии в рамках сервиса автоследования на сайте common.ru. Пройти к этим стратегиям очень просто. Ну и так, например, ICNY и торгует юань почти каждый день. Собственно говоря, здесь сделки происходят на вернее, не на двухчасовом графике, а раз в 2 часа внутри недели с внутринедельными, скажем так, сигналами. На данное времени рублевый прирост составляет 23%. Конечно, на самом деле он мог бы быть намного больше, если бы не, скажем, пара моих провалов, которые я допустил, к сожалению, совершенно по глупости, но более мы их не будем допускать, совершенно точно. А также AI Russian Market, фьючи и акции, собственно говоря, и торгуют на российском рынке. Здесь сделки происходят только раз в день, исключительно. Каждый день в 10 утра, а также сделки на фьючерсе на индекс S&P 500 СПИФ торгуются также раз в 2 часа. Мы проверяем на сигнал. Итак, подписывайтесь на YouTube канал, ставьте комментарии, оставляйте комментарии. Если вы не хотите оставлять комментарии и хотите бунтовать, ставьте лайки, я все пойму. Итак, давайте приступим. В первую очередь мы смотрим на индекс Московской биржи. Вы видите, здесь идет очень сильное снижение цены. Было очень сильное снижение цены. Естественно, такого же сильное снижение цены, скорее всего, не будет. Если мы будем с вами говорить о снижении, то оно в будущем будет вот каким-то таким очень долгим, очень медленным. И мы будем расти либо от 2200 дальше вверх, либо мы будем обновлять уже исторический минимум. То есть рынок, к сожалению, на московской бирже на долгий промежуток времени превратится в очень скучное, невероятное, тоскливое болото с постоянными откатами. Это я вот так красиво еще нарисовал, да, постепенно просто легко будет падать. Нет, на самом деле в реальности рынок будет двигаться вот такими вот штуками с большими сильными откатами, поэтому торговать, конечно, будет очень и очень трудно. Ну, вот почему я думаю, что у нас будет снижение. Здесь были сильные покупки, здесь были сильные покупки, здесь были очень слабые продажи. И вдруг эти слабые продажи при наличии тренда вверх не были поглощены покупками. Покупки оказались еще слабее. Теперь у нас идет 2 месяца слабых продаж с формированием ложного пробоя. И последовал месяц слабых покупок. У нас до конца месяца, конечно, есть еще целых 3 торговых дня, как вы понимаете, 29, 30 и 31 число. Но, собственно, покупатель в реальности слаб на данный момент времени. Что говорить о недельном таймфрейме? Я думаю, что вот здесь вот была волна 4. И эта волна 4 отмечается тем, что у нас был треугольник. Волна А, волна Б, волна С, волна Д, волна Е. И это очень хорошо, в том числе видно на дневном графике. Если вам интересно, это можно увидеть. Собственно, вот она, эта история. Очень хорошо заметна. А, Б, С, Д, Е. Видите? Расширяющийся треугольник в рамках волны 4. Все как надо. И дальше произошел некоторый рост. Этот рост
очень хорошо раскладывается на первую, вторую, третью, четвертую и пятую волну. Идеально. И поэтому это говорит о том, что движение вниз могло бы быть завершено, и можно снижаться далее. И даже более того, на дневном графике индекса Московской биржи, именно индекса, а не фьючерса, здесь видно была первая волна, вторая волна, дальше последовала третья волна, затем идет четвертая волна. И если мы говорим о том, что это первая волна на снижение, то у нас идет, значит, формирование расширяющейся диагонали, поскольку четвертая волна больше второй, третья больше первой, а также четвертая протестировала завершение первой. Вот, собственно, в этот момент, да, это говорит о том, что у нас идет расширяющаяся диагональ. Движение вниз может быть очень значительным. То есть именно в рамках индекса это может выглядеть вот так, с целью на 29.20, а также это может выглядеть вот так, с целью 28.46, 27.85. Давайте я выделю, потому что на фьючерсе, конечно, у меня тоже выделен этот нюанс, этот момент, но там это так себе, короче, из-за контанга, баквардации, склеек. Короче, потенциально можно будет увидеть вот такое движение. И действительно, сейчас из зоны продаж отвечает продавец, к сожалению, он отвечает слабо, гораздо более слабо, нежели раньше он падал. Видите, есть две большие разницы. Теперь мы можем, если это движение вниз до, например, вот этой зоны покупок продолжится, оценить покупателя. И если покупатель будет слабый, то точно вниз. Если покупатель будет сильный, то, соответственно, ответ из зоны продаж и дальнейший рост актива с целью обновить уже этот экстремум. Может быть, даже дойти до этой зоны продаж 34.40, 35.40, из которых уже, соответственно, опять же рассматривать новые стратегии на снижение. Ну а если говорить про недельный таймфрейм, то, конечно, после сильных продаж, вот здесь, продажи здесь, у нас были очень слабые зоны продаж. Да, вот она зона продаж. Но если говорить про покупки, то вот у нас были покупки последние, и сейчас вновь идут покупки. Конечно же, покупки еще более слабые, и, конечно же, мы можем улететь вниз. Но давайте смотреть уже вот по описанному мной плану, который я для вас начертил на дневном таймфрейме. Мне кажется, это могло бы быть... Этот план может быть эффективным, полезным для вас. Теперь мы снова говорим про индекс ММВБ, но на дневном графике в рамках фьючерса и на часовом графике в рамках фьючерса. Вот это движение, на самом деле, вам кажется, оно очень большое, но на фьючерсе оно такое кажется просто потому, что у нас и произошел переход с контракта на контракт. Но, к сожалению, самые большие объемы находятся сейчас ниже текущей цены. Текущая цена 324 с четвертью, 324 тысячи с четвертью. Самые большие объемы находятся в области 319 тысяч соответственно. Если вы скажете, что здесь произошел как бы ложный пробой, то, безусловно, это так, но с точки зрения именно полноценного, скажем, контракта, да, с точки зрения, вернее, не полноценного контракта, а с точки зрения... с точки зрения именно контракта, да, то есть вот у нас идет первая волна, вторая, вот здесь обновления максимума не было. Дальше пошла третья волна, четвертая волна протестировала завершение вот первой волны, у нас формируется опять же диагональ. На дневном графике пятница у нас получилась слабыми покупками, поэтому это может привести к хорошему движению цены вниз. С точки зрения вот как бы именно сильного покупателя, покупатель сейчас слабый. Если этот объем в 3809 лотов станет меньше, чем здесь, то есть здесь должно быть больше, чем 3809, либо по цене 326, либо по текущей где-то, то мы будем иметь шансы на очень сильное снижение цены. Ну а так, пока этого не происходит, хотя на дневном графике, конечно, покупатель слабый. Слушайте, я бы попробовал, наверное, вот этого слабого покупателя брать в шорт на пробой пятничного. В шорт на пробой. И если мы говорим про
Про зону покупателя на данный момент времени, то вот у нас есть локальная такая зона покупателя, из нее цена хорошо росла, сейчас она пытается это сделать уже во второй раз, но кажется, это плохо выглядит. Поэтому мы будем пробовать следующий этаж, это где-то 320 тысяч, 318 тысяч. Ну и здесь же самый большой объем текущего контракта 319 тысяч. Поэтому сюда может быть хорошее снижение, и отсюда будет какое-то возобновление. Оно будет либо слабым, либо сильным. Если оно будет сильным, то, конечно же, придется выходить из продаж. Если оно будет слабым, то эти продажи далее будут продолжены. Да? В принципе, мне больше сказать, наверное, нечего. С точки зрения кумулятивной дельты, во время текущего движения вниз, оно не очень сильное, но идет большое количество продаж. И, честно сказать, продажи как-то, слабо, медленно работают. Было бы классно, если бы цена падала лифтом. И, соответственно, было бы больше интереса, я думаю. Значит, с точки зрения открытого интереса, у нас здесь каждый день почти падение. Вот у нас было падение, рост открытого интереса. Здесь у нас был, собственно говоря, тоже падение, был тоже рост открытого интереса. Затем у нас уже получился некоторый рост. И опять же получился рост открытого интереса. Затем у нас получилось снижение. У нас получилось снижение открытого интереса, это очень плохо для продаж. Снова снижение цены, и открытый интерес, кажется, немного подрос, это позитивно. Затем произошел рост цены и рост открытого интереса, снижение, маленькое снижение цены, и снижение открытого интереса, это очень плохо, что так произошло. Дальше снижение цены сильное и рост открытого интереса, это позитивно. Ну и затем снова снижение цены и открытый интерес немножко вырос, совсем чуть-чуть. Это тоже позитивно. А вот здесь уже цена выросла и открытый интерес, кажется, снизился. Это уже отрицательно для роста. Да, я бы ждал снижения, и с точки зрения фьючерса, как его можно было бы расторговать, потенциально есть несколько возможных вариантов, но, как мне кажется, с самым коротким стопом это по 324.100 со стопом 324.300. Пожалуйста, контролируйте свой объем, потенциал здесь может быть. Очень короткий риск. Контролируйте свой объем позиций. Теперь же мы с вами говорим про индекс РТС, российский рынок в долларах. И в первую очередь на месячном графике я вам напоминаю один очень-очень важный момент. Как вы видите, у нас есть три попытки роста. Есть первая, есть вторая и есть третья. Собственно, раньше за 2 бара мы росли до уровня 1200. Затем за 2 бара мы росли до уровня 1125, а теперь за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 баров мы растем до этого же уровня 1125. То есть, видите, здесь за 2 бара и за 10 баров. Во-первых, очень сильно страдает скорость роста, то есть количество месяцев надо все больше и больше. А во-вторых, очень сильно страдает прогресс. Цена растет все меньше и меньше с каждым разом, с каждой попыткой. И, соответственно, когда мы сравниваем покупателя с покупателем, мы видим, что покупатель работает хуже, это приводит к большому снижению. Так и здесь, смотрите, здесь был сильный продавец, да, потом появился, соответственно, долго был слабый продавец, который не мог дотянуть до этого же уровня, даже закрытия. Да, это привело к тому, что этого продавца выбило и цена устремилась выше. Да. Мы должны с вами посмотреть, как закроется текущий месяц. До закрытия еще 3 торговых дня. Понедельник, вторник и среда января 2024 года. И мы видим, что у нас опять же идет слабый продавец, после которого идет пока что слабый покупатель при наличии многомесячного тренда вверх, пускай слабого. И если все закроется именно так, как оно есть, а может быть даже и хуже, это приведет, конечно, к снижению. Если не сразу, то вот что-нибудь в подобном духе. Вот.
На недельном графике вы видите, вот у нас есть рост, у нас есть актуальный тренд, точка 1, точка 2 и точка 3 и, соответственно, точка 4, которая дважды тестировалась. Да? Этот момент называется уровень перекупленности. Вот эти два момента, они называются уровень перекупленности, из которых выход только один, это вниз. Бывают просто невероятные силы, развороты происходят. Возможно, это произойдет именно сейчас. Но я думаю, что у нас будет еще один заскок, и только после этого движение вниз. Ну, надо посмотреть сейчас внимательнее дневной и часовой график, к чему мы, конечно же, придем. Плюс у нас есть еще один вариант сформировать уровень перекупленности. Это если мы дорастем до уровня 122-125 тысяч. Потому что здесь тоже есть некоторый такой вот актуальный тренд вверх. Как вы видите, цена у нас хорошо растет. С участием синей кумулятивной дельты покупать, безусловно, невероятно опасно, потому что цена находится вверху. И сформировав аптраст, начинается очень хорошее движение цены вниз. Продажи на недельном графике в рамках текущей недели, если не очень сильные, то однозначно нормальные. Если говорить про дневной график и про часовой график, собственно, мне кажется, что рост еще не завершен. То есть вот у нас идет волна 5, да, внутри которой должно быть 5 волн роста. Ну и я потенциально здесь вижу первую, вторую, там третью, четвертую и пятую. Пока что вот эта четвертая выполняется в форме зигзага, что совершенно как бы справедливо. Да, особенно это будет справедливо, если мы здесь сделаем вот закрытие выше уровня 113 тысяч. Если это произойдет, то путь наверх до 116, я думаю, что будет открыт. С целью того, чтобы сделать перехай этого максимума. В целом, потенциально мы должны вырасти вообще-то до уровня 120 тысяч даже. Потому что, если мы говорим о росте в рамках 5 волн роста, то у нас здесь была вот такая первая волна, вторая волна. Дальше была третья волна. И третья волна здесь получилась больше, чем первая. И четвертая волна здесь получилась больше, чем вторая. Да, вот именно по силе снижения, именно по глубине снижения даже. И, соответственно, пятая волна должна быть как минимум равна третьей, а то и больше. Это 122-126 тысяч опять же. Да, то есть, если здесь просто именно как цель, математическая по FIBO выровненная, да, то на прошлом графике, на недельном, мы видели эту цель как вот зону продаж, из которой будут именно атаковать продавец. Поэтому я считаю, что у нас идет все еще четвертая волна на дневном графике, после которого будет пятая волна вверх. Была ли, может быть, вот здесь было первая, вторая, там третья, четвертая и пятая. Потенциально, да, обновление максимума было. Но опять же, таким образом у нас не получилось, что мы достигли уровня 120 тысяч, а надо бы. Вот, поэтому пока что идет некоторое, скажем, назову его даже так, не побоюсь, неконтролируемое снижение с точки зрения того, где зайти в позицию, я, к сожалению, даже ума предложить не могу. Но в целом у нас идет как будто бы волна 1, волна 2, дальше 1, 2, там 3, 4, 5, это волна 3, потом 4 и потом 5. Ложный пробой и рост цены. Например, может быть таким образом. Особенно учитывая, что вот здесь у нас в пятницу, в конце пятницы наторговалось очень большое количество продавцов. Эти продавцы находятся плюс-минус в нуле, не получают никакого толку, а их много. И по-хорошему, конечно, может вылететь цена вверх. Вот. Но пока что думайте сами, решайте сами. Я думаю, что у нас будет примерно вот такой вот сценарий. Сформируя здесь сложный пробой, можно будет расти. Не говорите, что это во вторник произойдет. Нет, совершенно не во вторник. Не знаю, когда это произойдет. Теперь мы говорим про доллар-рубль. Один из моих любимых ключевых активов. Делаю на него очень большие ставки. Ну, не в рамках доллара-рубля, а в рамках юаня к рублю на фьючерсах. Ну, я думаю, понятные причины. А в целом я рассматриваю эту ситуацию так, что мы должны бы дотянуть до уровня 110, и именно от уровня 110 у нас будет сильный ответ продавца.
он будет либо сюда, либо, соответственно, обновляя уже этот уровень в 50 рублей, но после которого точно уже цена должна будет лететь далеко вверх и очень сильно. Вот. А в целом, мне кажется, что мы должны были бы снизиться вот в эту зону покупателя. Да? Причина заключается в том, что у нас здесь был супер тренд вверх, дальше пошло ослабление покупок вот на протяжении этих 3 баров, дальше были сильные продажи, продолжились продажи и очень слабые покупки. Смотрите, если эти покупки на месячном графике сравнивать с прошлыми, последними, да, с этого же уровня, вы увидите, что покупатель закрылся хуже, при том условии, что даже объем вложил больше. Представляете, приложил больше усилий, получил меньше результата покупатель. Это, безусловно, очень крайне негативно для покупок. И коррекция до уровня 82-76, 75 вернее, до зоны покупок именно, да, может быть, после которой я бы ждал вот именно вот такого роста, мне кажется, это оптимально. Но вот текущий месяц заканчивается, и как вы видите, вот последняя неделя особенно помогла осознать, что продажи-то тоже фиговые, да. Мы видим, что вот прямо сейчас, конечно, еще 3 торговых дня осталось, но прямо сейчас цена закрывается выше, чем это было совсем недавно. Опять же, вот сравнивая. И, как правило, на фондовом рынке, на валютном рынке, неважно где-либо, всегда проигрывает последняя плохая сторона. Тот, кто последним показал плохой результат, он и будет проигрывать. Итак, дальше про недельный таймфрейм. Ну, здесь особо рассказывать нечего. Да, покупатель здесь вырос нормально, сформировали даже спринг. На спринге, на самом лое на прошлой неделе, вот там, в пятницу, по-моему, это было, или в четверг, кто-то очень здорово купил на сумму в 60 тысяч лотов, и вот всю неделю мы потихонечку, понемножечку росли. Выглядело это здорово, удавалось зарабатывать хорошие деньги. Ну, очень хочется, чтобы цену свалили вниз, во-первых, до уровня вот сюда, как минимум. Может быть, это сделали бы очень быстро, достав до зоны перепроданности, но, честно сказать, уже особо и не верится. С другой стороны, и еще вот почему хотелось бы, самая главная причина. Вот здесь есть коробка, и в этой коробке было больше именно рыночных покупок. И здесь есть коробка, и в ней тоже больше рыночных покупок, просто очень много. И таких покупателей надо бы выносить выносом вниз, собственно, в объявленные ранее зоны области. Конечно, очень важным уровнем является 81,5. Из этого уровня у нас, соответственно, в этой области у нас раньше были невероятно космические объемы 81,62, 81,59, 52 и 50, а на сумму в 72,5 тысячи, 51,5 тысячи, 64 и 53 тысячи лотов. Очень большие цифры. И, конечно же, этот уровень будет являться значительной поддержкой в будущем для цены, когда и если она сюда придет. Вот. Но есть проблема. У меня есть такое поверье. Когда мы встречаем бар покупок с большим хвостом, вернее не так, когда мы наверху рынка встречаем бар с большим хвостом покупателя, это всегда в конечном итоге приводит к снижению. Когда после некоторого снижения мы видим бар с большим хвостом продаж, да, после некоторого снижения, это чаще все-таки приводит к дальнейшему росту. И такое на самом деле уже много-много раз было. С другой стороны, мне просто кажется, что вот это снижение какое-то, ну, совсем уж маленькое, незначительное. Вот. Но вообще-то тут, кстати говоря, перед этим купили на 60 226 лотов, что на самом деле значительная цифра. В общем, нам с вами необходимо дождаться закрытия месяца. После этого, может быть, там на следующей неделе мы могли бы сделать какие-то выводы. Ну, кстати говоря, почему падали? Вот здесь вот падение было прям, ну, здоровское. Почему? Потому что вначале покупатель был хорош, потом раз и резко испортился. Это привело к снижению и должно было бы привести к снижению дальше. Вот. Ну, теперь давайте посчитаем на дневном и на часовом графиках, как это выглядит.
Значит, расклад здесь, конечно, очень и очень трудный. Значит, ситуация нетривиальная. Итак, по спотовому доллару на дневном графике у нас показывают, что здесь была волна А, волна Б и дальше пошла волна С. В рамках волны С у нас должно быть 5 волн снижения. И в целом была первая, вторая, дальше первая, вторая, там третья, четвертая и, допустим, раз, два, три, четыре, пять, да, пятая волна. Таким образом мы сделали третью. Дальше у нас была троеком четвертая, да, то есть вот у нас была четвертая волна. И дальше у нас пошла пятая. Другое дело, что она пошла как-то криво, косо, непонятно. То есть вот у нас идет раз, два, там, три, четыре, пять, например. На пятерку совсем не похоже, скорее какой-то трояк. Поэтому у нас есть вывод о том, что это может быть волна, допустим, W. Здесь была волна, допустим, X. И теперь идет кверху, к верхней границе, вот сюда волна Y. После которой мы завершим волну 4. Здесь была волна 3, волна 1, волна 2. И дальше у нас будет волна 5, например. Да, после чего у нас будет уже очень большой хороший рост. Я в этом текущем локальном росте принимаю некоторое участие и пытаюсь заработать на росте вместе со своим АИ. Почему? Потому что, ну вот опять же, у нас после некоторого снижения, как мы с вами уже обсуждали, появился хвост продавца, который ни к чему далее в принципе не привел. Следовательно, мы будем закрывать этот хвост продавца. В целом даже ситуация выглядит вот так, что мы должны сделать вот такую волну Y с целью, ну, может быть, дойти до этого же уровня. Или до этого уровня. И у меня открыта покупка на двух моих счетах, связанных на российском рынке по стратегиям автоследования, которые я вам уже тоже показывал. Значит, которым также посвящены телеграм-каналы, на которые вы можете подписаться. Как вы видите, здесь были продажи, и дальше они повторились очень слабо. Соответственно, пошло поглощение. На данный момент времени, в течение пятницы, может быть на максимуме пятницы, кто-то купил очень здорово по цене 89,65 на сумму в 40,5 тысяч лотов. Значение большое, очень. Цена может расти до следующей зоны продаж 90,5-91, после чего у нас будет коррекция и дальнейший рост актива, я думаю, до уровня 93,5. В чем есть проблема? На часовом графике вот здесь вот очень хорошо читается, как будто бы вот это вот движение в 5 волн снижения было завершено. Вот у нас была первая волна, вторая, дальше первая, вторая, там третья, четвертая и пятая. Дальше, соответственно, мы сделали третью, четвертую и пятую. Понимаете? То есть как будто бы волна С тоже была завершена. А еще более того, вот у нас пошла первая волна, вторая, третья волна. Вот это все вот безобразие идет как четвертая волна, зигзагом таким, да. И дальше у нас пойдет пятая волна, соответственно, например, вот до этой зоны, до этого уровня 96-97 тысяч. Вполне может быть такое, ну, по споту минимум вот этой второй волны был обновлен, поэтому мы считаем, что там тройка и получилась волна W. Здесь была волна X и пошла волна Y. А здесь вот пошел именно конкретный, прям вот импульсный как будто бы рост. Понимаете? Потому что минимум второй волны не был обновлен. 88,908 не было. Хотя у нас вот, ну, по всей видимости, здесь, да, гэп из-за контракта, соответственно, ну, да, гэп из-за контракта, соответственно, если вот так вот сделать, то, ну, обновлен тогда минимум получается, так, кстати говоря. Если таким вот образом. Я неправильно сделал. Почему я вниз-то отложил? Вот у нас гэп. Соответственно, цена максимум падала вот до сюда. То есть не обновился минимум второй волны. Понимаете, в чем дело? Ну, в общем, открыт у меня, значит, лонг. Выглядит дело это вот так. Соответственно, здесь была покупка. Сорян.
За последнее время здесь была покупка, здесь была продажа, закрытие покупки, открытие продажи, закрытие продажи, открытие покупки, закрытие покупки, открытие продажи. И дальше полетела большая продажа, открытие покупки. Ну и, соответственно, тут немножко покувыркались мы. Открыли продажу, зафиксировали убыток, открыли покупку, зафиксировали профит, открыли продажу, зафиксировали профит, открыли покупку. И вот пока растем. Все очень здорово выглядит в этом плане. И, собственно, про фьючерс, если говорить, идет шикарный импульс. Если мы говорим про волну Y все-таки, то она должна состоять из волн А, Б и С. Ну и, соответственно, как будто бы оно все исполняется. Короче, дальше, если мы говорим про волну С, то она началась, по сути, здесь. В рамках волны С должно быть 5 волн роста. У нас была первая, по всей видимости, вторая. Дальше пошла первая, вторая, третья, там будет четвертая какая-то и пятая. Таким образом, мы сделаем третью. Потом будет четвертая и пятая. То есть, потенциально, прямо сейчас входить в покупку поздно, входить в продажу рано и не нужно, потому что не думаю, что большой потенциал удастся с этого словить. А вот ловить покупку после какой-то значительной коррекции, например, на уровне 90-900, да, это может быть хорошая идея. Вот здесь вот очень много чуваков продают. Если на споте мы видим большую покупку на сумму в 40,5 тысяч лотов, то на фьюче мы видим просто какие-то небывалых объемов продажи. Очень большие продажи. Объемы большие, значительные, да, 20, 17, 29 тысяч с четвертью, очень большие объемы на продажу. Что же случилось-то, интересно? Значит, и с точки зрения открытого интереса, при том, что у нас цена выросла в пятницу, у нас снизился открытый интерес, а также самый большой объем со всего этого роста перестроился у нас вверх, что говорит потенциальная коррекция. В связи с этим я бы рекомендовал дождаться последнего роста на 91 900 и коррекции на 90 900. Вот именно здесь будет потенциал в рост от уровня 90 900, поскольку здесь был бигтрейд на сумму в 4,5 тысячи лотов и кластер на сумму в 44 тысячи лотов. Уровень достаточно крепкий. Жду цену сюда, и именно отсюда можно будет рассматривать дополнительные покупки соответственно. Ну и с точки зрения того, как это торговалось в последнее время в рамках текущего контракта CRH4, на дневном графике, соответственно, была покупка, была продажа, снова покупка, снова продажа вместе, в смысле, с шортом. Да, вот эти трекеры, тросы, вернее, да, эти тросы означают, где была открыта сделка, где была закрыта, соответственно, вот мы падали, тупое закрытие сделки, соответственно, в убыток закрыл покупку, открыл продажу, которую снова закрыл в убыток, открыл покупку, и вот мы теперь хорошо растем. Надеюсь, что так будет продолжаться и далее. Ну, конечно, очень жирный профит. Эта сделка была в моем телеграм-канале iRussian Market, фьючи и акции. Собственно говоря, как и это, как и все остальные сделки. Поэтому обязательно подписывайтесь, ну или на крайняк спрашивайте у моего администратора. Итак, я считаю, что актив будет дальше расти, но после некоторой коррекции по фьючерсу на 90 900. Но опять же, это недолго будет расти, где-то до уровня 93 600. А также я бы вам хотел напомнить о замечательном терминале компании Tiger Trade. Я пользуюсь им сам. На самом деле он стоит своих денег. Вы можете посмотреть. Месячная подписка стоит всего лишь навсего 3900 рублей. Если вы возьмете трехмесячную квартальную подписку, то вместо стоимости 11 700 рублей вы заплатите 8900 рублей. А это невероятная экономия 2800 рублей. Ну, то есть скидка 23%. Далее наступает скидка 40%. А дальше скидка идет длиной всей жизни. Если вы приобретете этот терминал бессрочно, вы получите для себя, за 100 тысяч рублей, вы получите для себя его полную лицензию вместе с криптолицензией, вместе с
history плеером, вы получите для себя шикарный терминал. Ну а также я бы хотел вам дать промокод HAMS20, он даст вам скидку в 20%. Этим инструментом торговой платформой Tiger Trade, я напомню, пользуюсь я сам. Мне он очень сильно нравится и помогает в анализе. Этот терминал полезен будет не только тем, кто торгует среднесрок и долгосрок, но и тем, кто скальпирует, занимается скальпингом. То есть этот терминал будет полезен, в общем-то, для абсолютно всех видов трейдинга. Среднесрочных, долгосрочных и краткосрочных. Поэтому загружайте сейчас. Используйте мой промокод, обязательно проходите на этот сайт, используя мою реферальную ссылку. Собственно говоря, всегда подписано на Tiger Trade вот таким синеньким цветом. Обязательно кликайте, обязательно нажимайте перейти и обязательно скачивайте платформу через мою ссылку и оплачивайте при моем промокоде. Теперь мы с вами говорим про Сбербанк. На Сбербанке месяц выглядит из рук вон плохо, очень плохо. Смотрите, у нас есть сильный тренд вверх. Это очевидно. Да? Были продажи, они оказались слабые, поглощены сильными покупками. Все клево, растем дальше. После сильных покупок пошли слабые продажи, которые в свою очередь уже не были поглощены, и появились именно слабые покупки. Да, у нас закрытие произошло не по 290, а вот здесь где-то на 278, там, да, где-то в этой области. Это говорит о том, что покупатель слабый. Дальше у нас пошли снова слабые продажи. Ну, хвост покупателя очень сильный. Да? И теперь у нас идут слабые покупки. Еще целых 3 торговых дня, и я надеюсь, что эти слабые покупки не превратятся в слабые продажи, что мы не попытаемся закрыться здесь. Было бы здорово закрыть этот месяц просто сейчас, и это будет означать уже более гарантированно то, что Сбербанк ждут где-то в аду, где-то очень глубоко и где-то очень низко. С точки зрения Volume Spread Analysis мы здесь сформировали Uptrust и тест уровня Uptrust. Вот это вот событие называется Uptrust, вот это событие тест уровня Uptrust. Собственно говоря, по этому экстремуму определяется. И дальше можно только снижаться. Но вот я надеюсь, что завтра будет очень слабое снижение или невероятно слабый рост, или проще, вот мы никуда не двинемся в следующие 3 торговых дня, чтобы оставить все именно так. Но в целом я считаю, что у нас рост должен быть завершен. К сожалению, пока у нас закрытие находится выше, чем эти объемы. Но вот когда цена будет торговаться ниже этого объема, да, это приведет именно к большому такому снижению. Ну и опять же, согласитесь, что раньше цена росла прям очень хорошо. Теперь за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 баров она этого не делает. Раньше она это делала за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 как раз баров. Мы были уже здесь, а пока что мы здесь. Видите, разница совершенно очевидна. Вот. Тут следовало 2 дня плохих покупок, теперь идет 2 дня плохих продаж. Посмотрим затем, как будет покупатель работать. Вот. Ну, безусловно, наверное, от уровня 268.16. Теперь мы с вами смотрим более интересные прикладные для нас графики. Это на дневном таймфрейме и на часовом таймфрейме. Я по Сберу остаюсь медведем, удерживаю свой шорт. Собственно говоря, на дневном графике я считаю, что у нас была волна 1, волна 2, волна 3. Да? Дальше была волна 4. Волна 4 протестировала завершение первой волны. Вот было завершение первой волны. Здесь мы его протестировали. И теперь у нас должна пойти в идеале 5-я волна с целью, соответственно, 253 рубля. По большому счету, рост здесь был очень долгое время очень плохим. Вы видите, очень плохо обновлялись экстремумы, формировались аптрасты. И особенно хороший аптраст сформировался на этом баре, вот на этих 2 барах. И сейчас у нас она падает. Значит, дальше у нас появился слабый покупатель, гораздо более слабый, чем здесь. Вы видите, есть значительная разница в закрытии. И
Дальше цена продолжает снижение. Я удерживаю шорт. Шорт я, к сожалению, открыл не очень хорошо, но я его открыл. И открыл его здесь. Вернее, не так. Я открыл его здесь. И передержал эту просадку, и в итоге пошло снижение. Хотелось бы еще большего снижения, разумеется. Теперь почему до уровня 253? Как минимум потому, что у нас идет расширяющаяся диагональ. В рамках волны 1 это возможно. У нас была волна 1, волна 2, волна 3, волна 4. Волна 4 протестировала завершение волны 1, как я вам сказал уже. Да? И волна 4 больше, чем волна 2. Волна 3 больше, чем волна 1. Это говорит нам с вами о том, что волна 5 должна быть как минимум равна волне 3. Ну, и то есть она будет немножко больше, чем волна 3. Ну и, соответственно, волну 3 мы определяем на уровень 253. В идеале, конечно, если на 241-233. То есть вот сюда мы будем валиться. Было бы идеально, конечно. Вот. Пятница нам показала, к сожалению, слабые покупки. Ну, надеюсь, что это не слабые продажи, извините. Надеюсь, что это не остановит продавца, и мы дальше продолжим снижаться. С точки зрения фьючерса, вы видите, здесь был крупный бигтрейд на сумму 2890 лотов. Дальше был крупный бигтрейд на сумму в 3500 лотов. И еще кластер на сумму в 3500 лотов. Конечно, интересанты в покупку есть. Это было в четверг, да? Буквально на самых-самых лоях. Но при этом у нас во время этого снижения снизился открытый интерес. Правда, при этих покупках этот открытый интерес, как вы видите, не вырос. Он упал тоже. То есть, как будто бы неинтересно ни снижение, ни рост. Может быть, именно поэтому пятница выдалась по большому счету никакой, хотя с небольшим перевесом в продаже. И, кстати говоря, это увеличило открытый интерес. То есть продажа вроде как более интересная для крупного игрока. Для рынка, вернее. Если у вас еще нет продажи, то вы можете попробовать локальную сделку, очень короткую, с очень коротким стоп-лоссом. И сделать ее вот такой. Значит, здесь шорт на пробой. Я предлагаю сделки только с короткими стоп-лоссами. И стоп-лосс на максимум, соответственно. В ожидании очень сильного снижения. Ну, будет, не будет, посмотрите уже. Опять же, конечно, разберитесь со своими рисками, контролируйте объем своих позиций. Надо сказать, что на дневном графике цена находится в зоне покупок. Эту зону покупок мы уже тестировали один раз. Вот сейчас тестируем второй. Пока покупатель проявляет себя не очень. Хотелось бы, конечно, упасть вот сюда, в этот объем. А теперь мы говорим про Газпром. К сожалению, по Газпрому я не успел закрыть свой успешный лонг, но, очевидно, Газпром будет очень сильно валиться на протяжении неопределенного количества времени. Я думаю, неопределенно сильно на протяжении неопределенного количества времени. В целом, вы видите, текущие покупки, они идут вот из этого бара покупок. На самом деле, это уже, ну, как бы, по большому счету, две попытки было. Была попытка номер 1, ее сразу продали, была попытка номер 2, ее начали продавать, как вы видите. Значит, здесь рост был до уровня 170, и поскольку цена до уровня 170 не дотянула, это говорит о том, что покупатель очень плохой. Конечно, у нас есть еще 3 торговых дня, но сопровождая текущими новостями о том, что продлеваться контракты у «Газпрома», значит, с некоторыми европейскими странами на поставку газа не будут, это все, безусловно, сказывается негативно, я думаю, значит, на цене акций. Ну и по большому счету, вообще снижение, да, вот у нас было последние пара торговых дней, четверг, пятница, по-моему, по большому счету. Нет, со среды мы падали. Среда, четверг, пятница. Мы очень сильно падали, и вот весь этот хвост продаж всего лишь навсего за 3 торговых дня получился. Да? То, что мы росли несколько недель, отпадали, вернее, то, что мы росли много дней, отпадали всего за 3 дня. Короче, я подозреваю, что дальше у нас будут уходить продажи. Если мы закроем месяц ниже, чем уровень 170, это будет уносить нас дальше вниз. Дальше, на недельном таймфрейме я рассматриваю дальнейшее движение цены вниз. У нас была волна 1, волна 2,
Дальше все еще это время идет волна 3, в рамках которой была волна 1, 2, 3, 4 и 5. Да? Дальше в рамках волны 5 идет волна 1, 2, 3, 4, 5. Понимаете? В рамках волны 3 идет волна 1, 2, 3, 4, 5. Понимаете? То есть сейчас серия пятых и третьих волн. Ну, быстрее всего, да. С другой стороны, если смотреть вот прям супер внимательно, мы здесь, продавец закрылся хуже, чем он закрывался ранее. Правда, он это делает, конечно, с растущим объемом. То есть есть интерес и есть красная дельта. Это говорит прям о реальном интересе продавца снижаться. До этой зоны продаж, вероятнее всего, мы уже не дотянем. К сожалению, я по Газпрому на фьюче держу покупку. Эта покупка уже находится в минусе. Постараюсь вытащить ее в некоторый плюс. Плюс был очень хорош. Я, конечно же, здесь не закрыл. И, конечно же, до сих пор держу. В общем, так себе история. Значит, на дневном графике, что очень важно заметить, была выполнена одна из моих целей. Мы сделали ложный пробой этого экстремума, уровень 169 по ценной бумаге. И, соответственно, волна 4, скорее всего, была завершена. Волна 4 у нас шла следующим образом. Была волна А, была волна Б, волна С. Это была волна А. Дальше А, Б, С, это была волна Б. Дальше снова, соответственно, волна 1, 2, 3, 4, 5. Волна С, пожалуйста. От нижней границы к верхней границе. Получился стопроцентный флэт. И, соответственно, теперь может быть дальнейшее движение цены вниз. Ну, скорее всего, это вот как-то так выглядит. Вот. Мы протестировали в том числе маржинальную зону 1/4, о чем я тоже не подумал. И цена от этого свалилась прям, ну, супер сильно, как вы видите. Совершенно точно. Я думаю, что я буду перестраиваться в шорт ниже уровня 163 рубля за акцию. Но это уже где-то, надеюсь, будет там в следующем месяце. Надеюсь вообще, что у нас будет так, что мы немножечко отскочим, да, и потом я смогу перестроиться в шорт, ну, может быть, забрав какую-то прибыль. Следующие там 3 торговых дня. И дальше там в четверг перестроившись в шорт, например. Как вы видите, в пятницу, ну, совершенно все грустно по Газпрому. Вот со среды, допустим, да, цена падала, открытый интерес вырос. В четверг цена упала, открытый интерес подрос. В пятницу цена упала, кстати говоря, открытый интерес упал. Это должно подразвернуть немного, но потом заново цена должна продолжить движение вниз. Прямо сейчас не входите в продажу, естественно. Подождите коррекции, может быть, до сюда, до уровня 17.020. А может быть до сюда, может быть, а вдруг до сюда. Вот как бы хорошие зоны для продаж. Здесь, здесь и, соответственно, здесь. С другой стороны, я напомню, да, ведь есть очень важный момент, и этот очень важный момент заключается в том, что у нас была волна 1, волна 2, волна 3, вроде как по дневному графику, да. Дальше идет волна 4. И вы видите, волна 3 вот здесь больше, чем волна 1. Волна 4 получилась меньше, чем волна 2. При этом волна 4 протестировала завершение волны 1. Вот. Странная история, непонятная. Дальше, какой вариант у нас может быть? Волна 3 вдруг не закончилась. Вдруг у нас была волна 1, 2. Дальше была волна, допустим, 1, 2, там, 3, 4, 5. Таким образом мы сделали волну 3, 4 и будет волна 5. Таким образом завершим волну 3, 4, допустим, и 5. Почему я так говорю? Потому что если это волна 4, то она должна дойти до уровня 181 рубль. Чтобы как минимум быть равной волне 2. Потому что тогда у нас будет получаться расширяющаяся диагональ, которая, возможно, внутри пятой волны, внутри третьей волны. Вот. Ну, такая картина очень сложная. Хотелось бы коррекции локальной по Газпрому для того, чтобы закрыть свои покупки.
А теперь мы с вами говорим про акции ВТБ. По ВТБ я продолжаю удерживать шорт. Не самый удачно открытый, но выглядит вся ситуация как бы позитивно для моего шорта. Во-первых, если мы говорим с вами про месячный график, цена растет вот из зоны покупателя, как вы видите. Раньше покупатель был сильный, закрывался на 0,026, то сейчас цена закрывается больше похоже на ВТБ-24, на 0,024 с небольшим, там, с этими нулями, боюсь запутаться всегда. Значит, это говорит о том, что покупатель работает хуже, чем он работал ранее. И ранее он вкладывал такой объем, сейчас он вкладывает такой объем. Конечно же, 3 торговых дня не помогут ему докидать такую большую разницу. Где-то еще 150 миллионов лотов. Нереально, я думаю. Поэтому я думаю, что у нас будет дальше с следующего месяца продолжаться движение вниз. Мы воткнемся уже в следующую зону покупок 0,020, 0,018. Вот. На недельном графике у нас идет сильное снижение. Значит, идет хороший рост. Этот был хороший рост на растущем объеме. И сформировав аптраст, мы начинаем наше снижение. Почти поглотили последние покупки, у которых был повышенный объем. Кстати говоря, это может быть, значит, негативно. Это может быть закрытие продаж на самом верху, просто на кончике. Но, кстати говоря, мы еще видим какой-то очень крупный бит, в смысле рыночную продажу, на сумму в 1,5 миллиона лотов по единой цене 0,02520. Вот. И эта продажа работает хорошо. На недельном графике у нас объем снижен, прогресс сопоставим, спред кажется сопоставим. Это говорит о том, что покупатель не сопротивляется. Теперь мы смотрим дневной график и часовой график по акциям ВТБ. Маржинальный приоритет по фьючерсу у нас вверх. Вот. Но я думаю, что он будет изменен, но все-таки коррекция, конечно, у нас получилась очень большой. И я думаю, что у нас будет очень сильное снижение. Вот на дневном графике я бы ждал 0,020, 0,020-42, да, или гораздо глубже ниже. Значит, дальше у нас была волна 1, волна 2, волна 3, волна 4. Как вы видите, здесь у нас идет самая настоящая диагональ, да, потому что это идет только первая волна на недельном графике. Эта диагональ выражается тем, что волна 4 перебила завершение волны 1, а также волна 4 больше, чем волна 2. В свою очередь, волна 3 больше, чем волна 1. В свою очередь, я ожидаю, что пятая волна будет очень хорошо дальше вниз снижаться. Потенциал я рассматриваю такое, либо еще ниже. 0,01997, 0,01890. В общем, откуда я держу шорт? Не самый красиво открытый, но тем не менее, значит, открыл я его здесь в шорт, передержал, удержал, и сейчас находится цена в некотором плюсе для меня, как вы понимаете. Цена протестировала наибольший объем всего этого снижения, и на самом верху, именно на дневном графике надо отметить, что у нас вылез очень большой кластер в покупку на сумму 887 тысяч лотов. То есть там, где вылез большой кластер в продажу на недельном, там же вылез, естественно, меньше в 2 раза большой кластер на покупку на дневном. Что говорит о том, что, толпу покупателей засадило и толпу продавцов, которые вот здесь были, их, соответственно, здесь, вероятно, высадило. Стоило цене сделать аптраст, ложный пробой, да, вот он, легенький получился здесь. Как у нас сразу цена раз и пошла дальше вниз. Надеюсь, что это будет продолжено, и надеюсь, что я буду удерживать далее шорт. Значит, на дневном графике здесь был сильный покупатель, здесь он уже ослаб, еще больше ослаб. Вы видите это по закрытию. Каждый раз покупатель закрывался все хуже и хуже. Так и сейчас.
Вы видите, что вот покупатель растет у нас отсюда. Раньше мы закрывали здесь, а теперь мы закрываемся здесь. И сравнивая в том числе по объему, вы видите большой объем, вы видите значительно более меньший объем. Это говорит о том, что покупатель плохой, и надо дальше продолжать снижаться до зоны покупок. Значит, здесь у нас была волна 1, волна 2, волна 3, 4 и 5. Не знаю, как по соразмерности, надо, конечно, посмотреть, палочки подставить. Сейчас, секундочку. Не, по соразмерности вообще не канает. Вот если смотреть, что это была волна 1, 2, 3, 4 и 5, то волна 3 больше, чем волна 1. Это все окей. Но волна 2 получилась больше волны 4, потому что вот волна 4 до сюда не достал, только до сюда. Это говорит о том, что покупатель, волна 3 быстрее всего еще не завершена. Следовательно, в рамках волны 3 у нас идет движение, в рамках волны 1, 2, 3, 4, 5, например. Да? А в рамках волны 5 у нас было какое-то вот такое, 1, 2, 3, 4, 5. А в рамках своей 5 была 1, 2, 3, 4, 5. То есть вот волна 3, скорее всего, здесь была. Дальше у нас пошла волна 4, мы не достали, да? Могли не достать совершенно спокойно. И у нас здесь есть с вами два варианта. Первый вариант заключается в том, что у нас уже идет 5-я волна, и 5-я волна может закончиться в любой момент времени, сделав здесь сложный пробой, начав коррекцию небольшую. Да? Типа того, что это первая волна, дальше будет вторая, потом будет третья, понимаете, 4-я, 5-я, ну и так дальше снижаясь. Либо у нас была 1-я, 2-я, 3-я, дальше идет волна А, волна Б, волна С, скажем, да? Таким образом мы завершим 4-ю и 5-ю. Например, может быть такое движение, вполне себе. Но надо сказать самое главное, что сейчас продавать не стоит, потому что либо это будет 5-я волна завершения и коррекция, либо это будет завершение волны B, да, я не знаю, насколько она будет глубокая, и коррекция в рамках волны 2, в рамках волны С, например, да, в рамках более старшей 4. То есть так или иначе, прямо сейчас или в скором времени должна начаться какая-то небольшая коррекция, которая будет нервировать даже, и потом это приведет к дальнейшему снижению. Ну, в течение недели разберутся с коррекцией, сформируются, и там на следующей уже на первой полноценной неделе февраля разберутся, то есть продавят дальше вниз. Теперь мы с вами говорим про магнит. По магниту я и мой АИ удерживаем шорт, но этот шорт очевидно временный, очевидно краткосрочный, потому что очень интересен лонг в данном активе. Магнета просто кинг. Короче, месячный график, я считаю, что у нас была волна 1, считаю, что была волна 2, дальше у нас должна пойти волна 3 с целью 9,938, ну там десятка, короче. Вот. В рамках волны 3 у нас тоже идет волна 3, потому что была волна 1, 2, 3, понимаете? Вот он у нас идет, этот рост. Соответственно, сейчас у нас идет ложный пробой, формируется, ну, пока вроде слабый. Я думаю, что он будет слабым. Причина заключается в том, что, ну, вроде бы совершенно очевиден ложный пробой, только вот объема у него нет. О чем говорит объем? Он говорит о том, что здесь не было захвата ликвидности, то есть наказывать некого. То есть не было такого, что вот здесь было, допустим, очень много продаж, и они отдали свои позиции здесь, на самом верху, где-то наверху, да, и что будет очень большой сильный разворот. Я не верю в это. А в связи с этим я верю вот в коррекцию и дальнейший рост актива. На месячном графике продавец выглядит плохо что в декабре, что в январе. В декабре он выглядит плохо, потому что в декабре он не отвечал от максимума. В январе он отвечает от максимума, но объем снижен. Кстати говоря, в декабре тоже был объем снижен, то есть говорит о том, что в декабре продавец вообще не отвечал. Дальше. Недельный таймфрейм. На недельном таймфрейме у нас тоже идет третья волна, которая еще не закончилась. Последние несколько недель у нас уменьшается спред, да, и уменьшается прогресс. То есть расстояние движения цены
Вот закрытие к закрытию постоянно потихонечку снижается. Как вариант, давайте проверим. Вот здесь вот. Значит, движение было на 168 рублей, на 137 рублей. Здесь движение снизилось. 137 рублей, соответственно, и 125 рублей. Опять же, размер движения снизился, прогресс снизился. Короче, ожидаю дальнейшего движения цены в зону покупок 6500, 6200. Ну вот так это выглядит именно на дневном таймфрейме. С точки зрения кумулятивной дельты у нас во время снижения текущего идут именно покупки. То есть этих покупателей, у этих продавцов, вернее, которые здесь были несколько дней, да, несколько недель, их вышибло, и теперь все переворачиваются в покупки. Надеюсь, что дотянем до этой зоны, и зону уже продолжим дальше расти. Так, еще раз, зона 6500, 6200. Теперь мы смотрим на дневной и на часовой графике. Собственно, я рассчитываю на еще дальнейшее снижение акций «Магнит». Надеюсь, что так оно и будет. В целом ситуация заключается в том, что у нас, кажется, все еще идет третья волна, внутри которой идет четвертая волна до сих пор. Да, то есть пятой волны у нас еще, я думаю, что не было. И ситуация с точки зрения, если учитывать волны при наличии дивидендов, я считаю, что у нас была волна А, была волна Б, и дальше идет волна С. Конечно, волна С уже сильно затянулась. Фактически у нас... нет, хотя не затянулась, извиняюсь. Считаем, что дивидендов не было. И фактически дивидендного гэпа не было, был просто вот хороший, собственно, рост. И этот рост на самом деле был гораздо больше. Я почему-то отметил именно вот так. У нас же должно быть вот такое движение, да, то есть рост получился очень большим вот до этого уровня. Или нет, или я путаю. Так, секунду. Нет, не до этого уровня. Все было четко, извиняюсь. Да, то есть вот у нас был такой рост, мы его просто вот ставим сюда. Да, то есть вот у нас была волна А, волна Б и пошла волна С. Да? Если мы измерим волну вернее волну Б таким вот образом, вот такое вот движение сделаем, то волна С должна была продлиться где-то до уровня 6897. Но по большой степени, конечно, львиная доля движения именно к этому уровню и была, а дальше мы уже возимся, остановились в этом движении. Но в рамках волн можно посчитать, что вот у нас пошла, значит, первая волна, вторая волна, дальше пошла третья волна, дальше пошла четвертая волна. В рамках, потом пошла пятая волна, в рамках нее была первая, вторая, потом пойдет третья, вероятнее всего она будет глубже, потом будет четвертая и пятая. Вот. Хотелось бы до зоны покупок на дневном графике 6600, 6500, вот сюда. Да, я помню, что на недельном графике эта зона только на 6500 начинается, да, 6500, 6200. Но тем не менее, зоны отличаются от графика, от таймфрейма к таймфрейму, это нормально. Вот. Собственно говоря, вот здесь есть вот такая большая зона, но я такие большие зоны не люблю на дневном таймфрейме выделять. На дневном таймфрейме вот здесь был хороший покупатель, а здесь уже очень плохой. То есть я вот жду дальнейшего поглощения вниз до следующей зоны покупок, затем коррекции и еще до следующей зоны покупок. То есть вот сюда хотелось бы увидеть цену. По магниту удерживаю шорт, этот шорт у меня открыт вот здесь. Собственно, приносит некоторую прибыль, незначительную совершенно, но тем не менее. Рассчитываю на продолжение движения цены вниз. Сейчас продавец поедает покупателя. Покупатель был очень сильный, поэтому это движение происходит вот такое волнообразное, да? Будет потом попытка расти и снова дальнейшее движение вниз. Так обычно бывает, когда именно так поглощаются сильные покупки. Вот таким волнообразным движением, вот так вот потихонечку. Как стоит входить в позицию? Ну, я думаю, что будет нешуточный откат вот от этого минимума. Скорее всего, будет какой-то откат, хотя, может, и не будет. У нас же первая волна, вторая, дальше снова первая волна, вторая, третья волна, четвертая и пятая волна. Слушайте, да, наверное, у нас можно пробовать здесь шорт на пробой, здесь стоп-лосс.
68.40 стоп-лосс, 68.20 шорт на пробой. Но опять же, ставьте короткие стоп-лоссы, ставьте небольшие объемы для сделок, для того, чтобы терять было не больно. Вот. Всегда помните, что биржа это в первую очередь про то, что здесь все теряют, и только потом потихонечку удается сохранять и зарабатывать. Вот. Помните о риске. Теперь мы смотрим на Яндекс. Яндекс, конечно, устроил самую настоящую головную боль, и я оказался неправ в Яндексе. Неправ в чем? Вначале я был прав, потом меня переубедили, и я оказался неправ, после того, как меня переубедили. Именно в этом переубеждении была моя ошибка. Значит, ничего, мне мой АИ помог, я нахожусь в покупке, мне все здорово, я, в общем-то, ничего не потерял, не потратил, не упустил. Значит, у нас идет очень хороший рост, на месячном графике просто все великолепно выглядит. Надеюсь, что в следующие 3 дня последних этого месяца мы наоборот только еще вырастем. И нашей реальной целью, реальным уровнем для сопротивления является уровень 30.92, но я думаю, что мы вырастем даже на 3.200, а потенциально можем вырасти на 3.307, 3.475, может быть там 3.560, сюда. Потому что у нас здесь была волна 1, дальше у нас был треугольник. Это тот самый момент, когда говорят, что треугольника во второй волне не бывает, а вот он. Дальше у нас пошла, соответственно, 3-я волна, 4-я волна, протестировавшая завершение 1-й волны. И, следовательно, теперь должна быть 5-я волна роста с целью 3200, либо сюда. Почему 3200? Потому что таким образом, вот 3-я волна у нас была такой, точно так же 3200 это вот размер 3-й волны. Да, соответственно, мы должны быть даже больше, чем 3200. А здесь еще и на уровне 300, где-то уровень back to ice. В общем, будут реальные преграды для роста, но я думаю, что 3200 мы должны достигнуть. В общем, считаю, что это была 1-я волна, 2-я волна, 3-я волна, 4-я волна, и должна быть, соответственно, рост в рамках 5-й волны. Вы видите, что продавец идет очень плохим. Значит, вот у нас идут продажи. Отсюда, сравнивая с этими продажами, например, есть ухудшение. Сравнивая с этими продажами, есть маленькое улучшение. Ну, такое, соу-соу, сами видите, сами понимаете. При этом слабые покупки, вот эти двухнедельные, поглотить вот эти продажи не смогли. И у нас получился очень хороший рост с участием повышенного объема. Яндекс ставит как не в себя, и на этом есть, конечно, позитивные новости. Эти новости называются редомицеляция. Они там, конечно, разобраться все никак не могут, но с точки зрения акций это выглядит все как-то очень позитивно. Акции растут, и акции выглядят очень хорошо. Акции у меня находятся в покупке. Собственно, для того, чтобы покупать акции Яндекс вместе со мной, вы можете подписаться на мой платный телеграм-канал. Эта информация есть в боте и есть непосредственно в самом телеграм-канале. Вот здесь не так давно была информация про Яндекс. Как раз я показывал о том, как мой АИ открыл сделку. Собственно говоря, это АИ тоже рисовал. И я по запросу. Совершенно тупому запросу, но нарисовано здорово. Яндекс, у меня открыта покупка, приносит мне прибыль. На самом деле, там, кажется, цены уже выше, чем то, что вы видите здесь на скрине. Да? И вот, собственно говоря, это самая покупка. Пожалуйста, подписывайтесь на мой платный телеграм-канал. Здесь у нас теперь находится зона для покупок, которой, я надеюсь, цена скорректируется как не скоро. Значит, и коррекция у нас с вами была, кстати говоря, да, вот эту штуку надо отменить. И коррекция у нас с вами была, кстати говоря, очень красивой. У нас была волна А, Б, С, А, Б, С, Б, А, Б, С, С. Таким образом, мы завершили волну W, затем была завершена волна X, затем была завершена волна Y. Ну, такой вот очень странная, очень трудная история. Кстати говоря, моя глупость была, что я не провел здесь актуальный тренд. А актуальный тренд нам бы с вами подсказал о том, что был достигнут уровень перепроданности вот здесь. И, соответственно, пора наверх. Насколько сильно вверх никогда не говорит, но бывает очень сильно. Ну и к тому же был перехай второй волны.
То есть, если это рассматривать как волну 1, волну 2, волну 3, волну 4, волна 4 не может быть выше, чем волна 2. Следовательно, это не волна 4, не волна 2, не 1 и не 3. Следовательно, это была коррекция в рамках волны 4. Теперь идет пятая волна. Эта пятая волна идет на недельном. В рамках, значит, всего этого действия у нас должно быть тоже 5 волн роста на дневном графике. И как будто бы здесь была первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Мы завершили первую в пятый на недельном. То есть мы даже можем вырасти, может быть, даже и выше, чем 3200. То есть дальше у нас будет коррекция во второй волне, потом будет рост в рамках третьей волны, там, допустим, да. Нет, слушайте, наверное, первая волна не закончилась, все-таки мы будем расти еще в следующие 3 дня, чтобы вот первая волна была просто подлиннее, там, допустим, на 300. Потом будет слабенькая, ну, такая вот коррекция под уровень, да, вот этот, под этот уровень. Потом будет рост на 3200. Потом будет еще слабее коррекция и еще слабее рост. И будет вот такая диагональка сужающаяся, скорее всего. Вот, ну торговать лонг сейчас, конечно, совершенно опасно. Волатильность у Яндекса на открытии торгов невероятных объемов случается, как вы сами это видите. Вот. Можно пробовать вот здесь лонг, сюда стоп-лосс в ожидании вот такого движения. Конечно, тарит Яндекс как не в себя. Вы смотрите на эти объемы. 13 тысяч, 18 тысяч лотов, 18, 17 и так далее. Цифры, ну, невероятных объемов. Тарит Яндекс, я затарил пораньше, чем все это дело, но тарит Яндекс 26 тысяч лотов. Вы представьте цифры 35,7 тысяч лотов. Да? Очень большие покупки. 28 тысяч лотов, опять же, 48,5 тысяч лотов покупка по аскам смотрим, да? 14 тысяч лотов, огромный объем, 15, 12, значит, 2 бигтрейда, 15,5, вот здесь большая цифра, 55 тысяч лотов кто-то купил, 43 тысячи лотов, видите это, да? Видите эти цифры, они невероятных объемов просто. 41 тысяча лотов, ну правда эта сделка у кого-то находится в минусе. Но это уже, конечно, стоп-лоссы, маржин-колы срабатывают, ведь здесь же были хорошие большие шорты, видите, вся кумулятивная дельта здесь была красненькая. Ну вот тянули, ждали, но тоже, видимо, какую-то диагональку, как я смотрели. Ну так или иначе, у меня, знаете, бот АИ покупал, соответственно, здесь, АИ покупал, соответственно, вот здесь, да. Ну такие дела. Вот. При том, что АИ выходил из позиции вот здесь. То есть, ну, купил тут, закрыл позу здесь. Ну, не здорово ли? Ну, открыл там же, ну и бог с ним, ну и... Зато внимательно отработали. Очень хороший рост, как я люблю такие тренды, с ними очень удобно, легко работать. Яндекс невероятно волатильная, трендовая бумага, поэтому всех приглашаю подписываться на мой телеграм-канал с платными сделками. Обязательно делайте это. Короче, потенциально можно пробовать вот здесь лонг, сюда стоп-лосс ставить. Это примерно, значит, ну, ориентируйтесь сами по ценам, чтобы это не было иром. Ну, потенциально здесь вот такая сделка может быть. Короче, всем большой удачи, всем больших успехов, всем пока.